Мы находимся в Петербургском музее городского электротранспорта, где нам любезно предоставили вот этот замечательный ретро-трамвай, потому что речь у нас пойдет об одном из самых знаменитых стихотворений Гумилева. «Заблудившийся трамвай» был написан им в 1919 году. При этом любимая ученица Гумилева Ирина Адоевцева, маленькая поэтесса с черным бантом, оставила замечательные воспоминания о том, как было написано это стихотворение. Николай Степанович рассказывал ей, что действительно под утро шел по улице, мимо него пролетел трамвай, и вдруг как будто вдохновение сошло на поэта. И строчки полились сами собой, оставалось их только записывать. Действительно, стихотворение это совершенно необыкновенное. Его можно отнести к жанру видений. «Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютней, и дальние громы. Передо мною летел трамвай». Вы чувствуете, что уже те звуки, которые сопровождают появление трамвая, необыкновенные. Вороний грай всегда связан с чем-то трагическим, возможно, с предвещением смерти. Звоны лютня в поэтическом мире Гумилева идентичны звукам скрипки или даже лиры, то есть это поэтическое вдохновение. Что касается дальних громов, то это всегда Божий гнев, это какая-то тревога такого глобального космического характера. Все, что было с лирическим героем дальше, происходило как будто бы помимо его воли. Как я вскочил на его подножку, было загадкой для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, черной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Этот призыв к вагоновожатому очень важен. Герой как будто бы хочет остаться там, в реальности Петрограда 19 года. Но трамвай несет его дальше, причем трамвай превращается в мифическое чудовище, то ли Левиафана из Библии, то ли, может быть, Гериона из божественной комедии Данте. Причем ассоциации с Данте здесь, пожалуй, более оправданы, хотя бы из-за итальянского языка. Кондуктор, дуче, дук, ведущий, вожатый. Именно этим именем обращается Данте к Вергилию, когда не называет его именно Вергилием. И у нас в русском языке в слове «кондуктор» остался этот корень. Кондуктор – это тот, кто сопровождает вожатого. Итак, трамвай летит дальше. Поздно. Уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену. Мы прогремели по 3 мостам. Эти 3 моста очень важны для Гумилева, потому что Нева – Петербург, Петроград, Сена – Парижская река, ну и, конечно, великая река Нил, протекающая в Африке. Это те 3 географические объекта, с которыми очень тесно связана его биография. Но после путешествия в пространстве идет путешествие уже во времени. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. И герой Гумилева сразу же реагирует на это. «Где я? Как томно и как тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет». Николай Степанович Гумилев всегда интересовался самыми разными системами философии. И, конечно, мимо Индии с ее великими традициями он тоже не мог пройти. И поэтому перед ним выбор – купить или не купить билет в Индию духа. Конечно, Гумилев, который всегда шел до конца, считает, что билет этот ему необходим. Но вокзал мистическим образом преобразуется в овощную лавку. Вывеска, кровью налитые буквы гласят «Зеленная». Я знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубахе, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользкой, на самом дне. Очень многие исследователи творчества Гумилева предпочитают видеть здесь как бы предвидение им его страшной кончины.
Но мне кажется, дело здесь совсем в ином. Скорее, это воспоминание детства. Гумилева очень беспокоило то, что он некрасив, и он наверняка знал старую голландскую легенду о том, что люди, которых по каким-то причинам не устраивала их внешность, могли отправиться в город Еекла и найти там некого пекаря, который отрезал человеку голову, затыкал шею, чтобы не вытекла кровь, качном капусты и испекал новую голову. Кстати, этот сюжет очень часто повторяется у голландских художников. Ну, например, у Корнелиуса ван Далема есть несколько картин, посвященных именно этому сюжету. Мог Гумилев узнать этот сюжет и в сказке «Карлик нос Гауфа». Там главный герой тоже берет капусту, несет ее вслед за колдуньей к ней домой, а когда корзина открывается, оказывается, что там находятся мертвые головы. Так или иначе, герой претерпевает смерть или изменение личины. Возможно, это перевоплощение. Герой перевоплощается, и декорация сразу меняется. А в переулке забор дощатый, дом в 3 окна и серый газон. «Остановите, вагоновожатый! Остановите сейчас, вагон! Машенька, здесь ты жила и пела, мне, жениху, ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться к императрице и не увиделся вновь с тобой». Вот по поводу этой самой Машеньки литературоведы поломали немало копий. Нашли и двоюродную сестру Гумилева, очень рано умершую. Называли Кузьмину Караваеву, в дальнейшем мать Марию. Очень интересную гипотезу выдвинул Анатолий Вадимович Довелеводов-Боровольский, который считал, что Машенька – это вообще дочь Николая II, которую Николай Гумилев мог видеть в госпитале во время Первой мировой войны. Но все эти задумки совершенно перечеркивает свидетельство все той же Ирины Адоевцевой. Она говорит, что при первом варианте стихотворение была Катенька. Кстати, Катенек вокруг Гумилева как-то не случилось. Но зато можно найти такую литературную параллель. С одной стороны, частная, возлюбленная Катенька, а с другой стороны, великая императрица Екатерина. И герой делает выбор в пользу императрицы. Кстати, почему было изменено имя, Адоевцева тоже объясняет. Николай Степанович говорил ей, что он сделал это из любви к Пушкину и к капитанской дочке. Тогда получается еще интереснее, потому что сюжет изменен с точностью да наоборот. Если в капитанской дочке девушка идет к императрице, и этот визит оказывается спасительным для обоих, то здесь к императрице отправляется молодой человек, и этот визит оказывается гибельным для их взаимной любви. Ради чего же совершает герой стихотворения такое удивительное путешествие? Перед ним, словно 3 моста, открываются 3 духовные истины. Понял теперь я, наша свобода – только оттуда льющий свет. Люди и звери стоят у входа в зоологический сад планет. Первая истина в духе индийской философии – кармические перевоплощения. И если мы совершили какую-то ошибку в одном из них, то должны потом ее избывать в последующих. Но Гумилев остается православным человеком, и поэтому следующая истина открывается в русле православия. И сразу ветер, знакомый, сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и 2 копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу я молитву о здравии Машеньки и панихиду по мне. Перед Богом, как говорят, мертвых нет, души бессмертны. И более того, герой хочет как бы своей земной смертью искупить смерть Машеньки, поэтому он молится за ее здравие и заказывает панихиду по самому себе. Но это тоже еще не конец. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так жалеть и грустить. Финал опять напоминает нам отдаленно божественную комедию Данте.
Машенька и Беатриче. Оказывается, что точно так же, как у Данте, именно любовь оказывается тем перводвигателем, который вращает мир, так и герой Гумилева постигает, что именно любовь – это самое главное, что есть в существовании. Итак, в стихотворении Гумилева есть некая симметрия. Сначала путешествие по 3 реальным мостам реальной биографии человека, а затем 3 удивительных моста духовного постижения истин. Идея кармической связи разных перевоплощений из индийской философии. Вторая – это идея бессмертия душ, православная идея. И, наконец, 3-я истина, воплощенная в божественной комедии Данте, о том, что именно любовь является перводвигателем всего нашего мира.